Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака и расклад сегодняшний на следующую неделю. Это неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте посмотрим, что ожидает вас, начиная с 27 апреля и заканчивая 3 мая по дням недели. То есть на каждый день недели я сейчас для рыбок достану по одной карте. Сначала из колоды основной, которую я сейчас перетасовываю, а затем из колоды дополнительной. Мы посмотрим, какие, соответственно, карты у вас выпадут и в каких комбинациях они здесь на столе у нас появятся. Пока я перетасовываю вторую колоду, я напомню вам, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также оставить лайк или сообщение, также можете, если того захотите. В любом случае, всегда очень рада, когда вы мне пишете. Итак, рыбки, давайте посмотрим, что рыбок ожидает на следующей неделе. Рыбки с 27 апреля по 3 мая. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта у вас карта «Мир», карта успеха, карта триумфа, карта победы и успешного, возможно, завершения какого-то цикла для вас, как завершение этапа, завершение какой-то важной главы для вас или какого-то важного отрезка там в работе, допустим, да, то есть вот она карта «Мир». Для кого-то из вас важными могут быть вопросы, касающиеся мира или отношений с людьми, которые на расстоянии, то есть какие-то переписки, звонки, что-то в таком духе, ну или даже поездки, потому что опять-таки мир здесь звучит у вас. Ну, давайте посмотрим, что здесь будет у рыбок, какая карта у вас выпадет в дополнении. Карта туза пентаклей. Ну, опять карта хорошая, да? То есть по тузу пентаклей можно говорить о процветании. И вместе в тандеме они говорят о процветании и успехе, ощущении триумфа от того, что вы чувствуете себя независимыми, финансово стабильными, успешными. Может быть, деньги к вам приходят здесь благодаря тому, что вы успешно завершили какую-то работу, получили за это крупную денежку. Допустим, может быть, кто-то зарплату получил, а может быть, кто-то выполнил работу по какому-то серьезному большому проекту и получил хорошее вознаграждение. Но в любом случае здесь вы чувствуете, что это ваше личное достижение, вас за это хвалят, и вот вы гордитесь собой, соответственно, за то, что вы смогли это сделать. Карта короля мечей, карта воздушного знака, и для кого-то из вас здесь важно, может быть, общение с человеком воздушного знака, то есть весами, близнецами или водолеями, но также и по королю мечей здесь вы можете проявлять качество этой воздушной стихии, хоть вы таковой не являетесь, да, вы водный знак рыбки, но тем не менее, вот король мечей, он такой прагматик, он очень такой ответственный, он мыслитель, он сначала хорошо думает перед тем, как что-то сделать, да, но если уж делает, то вот как мечом отрезает, то есть очень категоричен. И вы здесь стараетесь быть очень внимательны к деталям, вы очень властные, вы очень такие вот контролирующие, возможно, несмотря на свою водную стихию, то есть вы можете здесь проявлять эти качества. Ну, либо общаетесь с таким человеком. Кстати, для кого-то из вас общение по королю мечей с другими людьми, это может быть общение с людьми таких профессий, где от человека требуется такая ответственность, пунктуальность там, или следование каким-то нормам или своду правил, допустим, врач или там юрист какой-нибудь, адвокат, да, то есть есть какие-то нормы, от которых человек не отступает, или протокол, по которому он, соответственно, работает. То есть у вас может быть такое здесь, или общение с таким человеком, или консультация, или вот что-то в этом духе. Давайте посмотрим, рыбки, что здесь дальше у вас будет с этим королем мечей, почему выпал у вас король мечей. Здесь же карта Верховная Жрица, которая дальше переходит в Луну. И Верховная Жрица в других колодах изображается очень часто с
Луной на заднем фоне, которая символизирует интуицию, умение настраиваться на свой внутренний вот этот вот поиск духовный, на какие-то свои интуитивные ощущения внутренние. И, кстати, здесь тоже есть Луна у вас в среду, и тут Луна, 8 чаш, которая у вас есть на этой карте в субботу. То есть очень много у вас здесь есть возможностей разобраться в чем-то скрытом, в чем-то тайном, в чем-то, что, возможно, было для вас неясным. И по Верховной Жрице вы стараетесь здесь разобраться в этих тайных делах, или вы здесь пытаетесь какие-то вопросы честно обсудить, если для вас они важны, потому что есть король мечей, то есть как будто бы очень четко, честно, прямолинейно какие-то вопросы решить. Но при этом Верховная Жрица эту ситуацию смягчает, потому что она как гармонизирует, и она показывает, что вы более должны быть мудрыми, вот не резкими, да, а более мягкими в своих высказываниях или в тех решениях, которые принимаете, то есть не рубить сгоряча. Карта Луна следующая — надежды, планы, какая-то вера в успех, которая у вас есть, и надежда, что реализуется что-то для вас важное, задуманное, но при этом, да, есть все-таки страх, что вдруг не смогу, а вдруг не получится, а вдруг как-то обстоятельства сложатся таким образом, что вот какие-то форс-мажорные ситуации, что не удастся. И вот по карте Луна здесь действительно могут быть эти сомнения, что что-то не сложится так, как вам хочется, или что по тройке пентаклей кто-то не захочет с вами вместе быть на одной волне и вместе с вами сотрудничать или работать так, как вам того хочется, или с вами вместе идти на эту общую цель. Допустим, если в паре речь идет, что вот в паре работать должны, да, и один, и второй. Не может один человек отношения строить. Так же самое вот здесь. То есть, что вот должно это все в связке работать. И вы можете переживать, что здесь кто-то не готов ответственность на себя эту взять, или какую-то часть работы, или вы не уверены в том, что вы сможете справиться с какой-то работой, или, да, быть для кого-то надежной опорой. Может быть, боитесь обмана в какой-то договоренности, где вы с кем-то работаете, и вот совместно с кем-то, в коллективе, допустим, да, какие-то ходят разговоры, кто-то что-то скрывает, кто-то какие-то закулисные игры ведет. То есть вы можете об этом тоже думать, что здесь кто-то не совсем честен с вами, у вас есть страх по этому поводу, что может не сложиться какая-то работа, потому что вот есть какая-то такая вот неточность в этом общении. Карта 5 жезлов, при этом на четверг карта конфликта в отношениях с окружающими, возможно, либо какая-то спорная ситуация, которая вызывает такую накаленную обстановку, а также может быть и в целом какая-то как ситуация испытаний, где вам нужно справиться с чем-то, преодолеть какие-то трудности, бороться, прикладывать усилия. То есть вам здесь может быть не совсем легко и просто в четверг, но я думаю, что вы здесь, скорее всего, справляетесь. Просто может быть действительно какая-то или конкуренция серьезная, или какие-то сложности, которые вам придется здесь преодолевать. Тут же туз кубков. То есть для вас будет, скорее всего, здесь хороший такой вот, как хорошим результатом для вас это борьба или преодоление трудностей, потому что вы подходите к тому, что все-таки, да, вы счастливы, что успешно выиграли какую-то победу или какую-то вот такую вот сложность, которая у вас возникла. Карта 8 жезлов, карта быстрых и стремительных событий, которые у вас есть в пятницу. Все очень динамично так развивается. Могут быть какие-то сообщения, звонки, которые здесь у вас происходят в пятницу. Могут быть новые знакомые, которых вы заводите, в целом новые друзья, и какой-то вот у вас творческий здесь прорыв, прогресс в делах может быть. И да, это конец рабочей недели, но тем не менее для вас вот он такой очень активный, очень деятельный, скорее всего, будет по 8 жезлов, или много вопросов нужно решать, много делать каких-то дел, но при этом карта мага показывает, что вы сами по себе будете очень активны здесь, вы будете вдохновлены какой-то важной идеей или тем, что у вас накануне что-то такое удалось осуществить, добиться.
И вот это ощущение счастья и радости, что я смогла, что я смогу еще больше, вдохновляет вас, дает ощущение ясности того, как дальше действовать, что дальше делать вам и куда вкладывать свою энергию, чтобы добиться результата, чтобы осуществить задуманное. И у вас для этого достаточно ресурсов, навыков, знаний, возможностей для того, чтобы это, соответственно, воплотить в жизнь. Карта девятка жезлов, карта какой-то работы, которая может быть у вас в субботу. Это может быть и по дому какие-то дела, которые вы хотите выполнить, или вот ранее начинали, хотите довести до конца, что-то доделать. То есть вы здесь спокойны, решаете какие-то свои вот эти вопросы. Может быть, вам это дается не сильно просто, не сильно легко, вы от этого могли устать, но тем не менее вы эту задачу, соответственно, на себе выполняете. И вместе с рыцарем дисков, земной стихии здесь, да, такая вот настойчивость, упрямство и терпеливость, с которой вы здесь решаете эти вопросы. Кстати, может быть и общение с земным знаком зодиака, это Девы, Тельцы или Козероги, но вместе с девяткой жезлов здесь есть какая-то готовность к защите. Может быть, этот человек пытается от вас каким-то образом защищаться, как будто выстраивать такой частокол между вами и между собой. То есть есть какая-то вот такая вот здесь ситуация, если речь идет про земной знак зодиака. Но если мы говорим, допустим, о вас и о том, что вы работаете в этот день, может быть, вы в субботу работаете, в принципе, то вы здесь вот такие скрупулезные, методичные, терпеливые, настойчивые, упертые, идете к своей цели, и это неплохо, потому что вы знаете, что вам нужно, вы знаете, к чему вы стремитесь, и медленно, неспешно, но идете к этой цели, да, тише едешь, дальше будешь, что говорится. Дальше у вас идет 8 чаш воскресенья, и мы тут вспоминаем снова про эту луну, которая у вас уже была, и здесь она тоже присутствует, как будто бы есть какая-то вот по 8 чаш здесь неопределенность будущего, то есть вы понимаете, что вы не можете стоять на одном месте, что вы будете двигаться дальше, но вы как будто бы начинаете сомневаться в том, опять-таки, получится ли осуществить задуманные мечты и планы ваши. И по 8 чаш вас может что-то разочаровать в этот день, что-то может не удастся или не получиться. И это в вас такое зерно сомнения может вкинуть. Может быть, какая-то неуверенность из-за этого, соответственно. Давайте посмотрим еще, рыбки, что здесь у вас есть в воскресенье. Ну, опять звезда. Да, звезда — это надежда. То есть то, о чем я говорю, что у вас есть какая-то вот вера, надежда, желание к вашей цели, к вашей вот этой звезде, которую вы себе, путеводной звезде, идти, и вас эта идея вдохновляет, вам хочется до нее дорасти, вам хочется к ней прийти, она как будто духовно вас взращивает, но при этом по 8 чаш может быть неуверенность, получится, а смогу, а сделаю, да, смогу прийти к этой цели, действительно так, как вот хочется вам, или не получится, или придется другими путями к этому идти. То есть вот есть какие-то по этому поводу здесь сомнения. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для рыбок на неделю с 27 апреля по 3 мая я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали, а также не стесняйтесь, пишите свои сообщения, ставьте лайки, если вам видео нравится. Я ценю такую обратную связь с вашей стороны. До скорого!